В этом видео мы рассмотрим циклы loops, в частности for loops и while loops. Здесь мы будем использовать много наглядных примеров. Пройдите лабораторные работы для примеров с данными. Прежде чем мы поговорим о циклах, давайте рассмотрим функцию range. Функция range выводит упорядоченную последовательность в виде списка I. Если вход является положительным числом, выход является последовательностью. Последовательность содержит то же количество элементов, что и вход, но начинается с нуля. Например, если входное значение равно 3, выходным значением является последовательность 0, 1, 2. Если функция range имеет два входа, где первый вход больше, чем второй, выход представляет собой последовательность, которая начинается с первого входа. Затем последовательность итерируется, но не включая второе число. Для ввода 10 и 15 получаем следующую последовательность. В лабораторных вы найдете больше возможностей функции range. Обратите внимание, если вы используете Python 3, функция range не будет генерировать список точно как в Python 2. В этом разделе мы рассмотрим for loops. Сосредоточимся на списках, но многие процессы можно использовать и для кортежей. Циклы выполняют задачи снова и снова. Рассмотрим группу цветных квадратов. Допустим, мы хотели бы заменить каждый цветной квадрат белым квадратом. Дадим каждому квадрату номер, чтобы немного упростить ситуацию, и будем называть всю группу квадратов квадратами. Если мы хотим сказать кому-то заменить квадрат 0 белым квадратом, мы бы сказали равно заменить квадрат 0 белым квадратом. Или можем сказать, для квадрата 0 в квадратах квадрат 0 равен белому квадрату. Аналогично для следующего квадрата можно сказать, для квадрата 1 в квадратах квадрат 1 равен белому квадрату. Для следующего квадрата мы можем сказать, для квадрата 2 в квадратах квадрат 2 равен белому квадрату. Повторяем процесс для каждого квадрата. Единственное, что меняется, это индекс квадрата, на который мы ссылаемся. Если мы собираемся выполнять аналогичную задачу в Python, мы не можем использовать реальные квадраты. Итак, давайте использовать список для представления боксов. Каждый элемент в списке – это строка, представляющая цвет. Мы хотим изменить название цвета в каждом элементе на белый. Каждый элемент в списке имеет следующий индекс. Это синтаксис для выполнения циклов Python. Обратите внимание на отступ. Функция range генерирует список. Код просто будет повторять все в отступе 5 раз. Если изменить значение на 6, он сделает это 6 раз. Однако значение I увеличивается на единицу каждый раз. В этом сегменте мы меняем элемент списка I на строку white. Значение I установлено на 0. Каждая итерация цикла начинается в начале отступа. Затем мы запускаем все в отступе. Первый элемент в списке установлен на белый цвет. Затем мы идем к началу отступа. Продвигаемся вниз по каждой линии. Когда мы достигаем линии, чтобы изменить значение списка, мы устанавливаем значение индекса 1 на белый. Значение I увеличивается на единицу. Мы повторяем процесс для индекса 2. Процесс продолжается до следующего индекса, пока мы не достигнем последнего элемента. Можно также итерировать список или кортеж напрямую в Python. Нам даже не нужно использовать индексы. Вот список squares. На каждой итерации списка мы передаем один элемент списка squares в переменную square. Давайте покажем значение переменной square в этом разделе. Для первой итерации значение square красное. Затем мы начинаем вторую итерацию. Для второй итерации значение square является желтым. Затем начнем третью итерацию. Для последней итерации значение square зеленое. Полезная функция для итерации данных – перечисление, enumerate. Ее можно использовать для получения индекса и элементов в списке. Используем аналогию с боксами, где числа представляют индекс каждого квадрата. Это синтаксис для итерации по списку, для присвоения индекса каждому элементу. Используем список squares и имена цветов для представления цветных квадратов.
Аргумент функции enumerate является списком, в данном случае squares. Переменная I – это индекс, а переменная square – соответствующий элемент в списке. Используем левую часть экрана, чтобы отобразить различные значения переменной square и I для различных итераций цикла. Для первой итерации значение переменной красный, соответствующее нулевому индексу, а значение I – 0. Для второй итерации значение переменной square имеет желтый цвет, а значение I соответствует ее индексу, то есть единице. Повторяем процесс для последнего индекса. While loops аналогичен for loops, но вместо выполнения оператора определенное количество раз, while loops будет выполняться только при выполнении условия. Допустим, мы хотели бы скопировать все оранжевые квадраты из списка squares в список new squares, но мы хотели бы остановиться, если мы столкнемся с неоранжевым квадратом. Мы не знаем значения квадратов заранее. Просто продолжим процесс, пока квадрат оранжевый, или посмотрим, равен ли квадрат оранжевому. Если нет, мы остановимся. Для первого примера проверим, был ли квадрат оранжевым. Это удовлетворяет условию, поэтому мы должны скопировать квадрат. Повторяем процесс для второго квадрата. Условие выполнено, поэтому мы копируем квадрат. В следующей итерации мы встречаем фиолетовый квадрат. Условие не выполнено, поэтому мы прекращаем процесс. По сути, это то, что делает while loop. Давайте использовать вид слева для представления кода. Будем использовать список с названиями цветов для представления различных квадратов. Создаем пустой список new squares. На самом деле список имеет неопределенный размер. Мы начинаем индекс с нуля. Оператор while будет многократно выполнять операторы внутри отступа, пока условие в скобках не станет ложным. Добавляем значение первого элемента списка квадратов в список new squares. Увеличиваем значение I на единицу. Добавляем значение второго элемента списка squares в список new squares. Увеличиваем значение I на единицу. Теперь значение в массиве squares фиолетовое. Поэтому условие для оператора while является ложным, и мы выходим из цикла. Пройдите лабораторные работы для большего количества примеров цикла, многие с реальными данными.